Друзья, сегодня наш канал достиг первой крупной отметки в 1000 подписчиков, чему мы фантастически рады и хотели бы сказать вам большое спасибо за вашу поддержку и интерес к нашему каналу, так как процесс подготовки, съемки и монтажа роликов очень трудоемкий, а без должной поддержки в виде советов, критики и комментариев вести канал было бы сложно. А так вы придаете нам стимул и огромный заряд энергии для воплощения новых идей и проектов, которых большое количество. Еще раз хотели бы сказать вам спасибо и плавно перейти к теме ролика, в котором мы изготовим наш талисман, благодаря которому мы познакомились с каждым из вас. А это мастерская DNT. Посмотрим, что у нас получилось. Под талисманом мы подразумеваем кнопку подписаться. Делать ее будем из фанеры и акрила. Первым делом закрепляем лист белого акрила на станок. И по начерченному макету, который будет в описании под роликом, приступаем к вырезанию рамки и светорассеивающего элемента. Так как это была первая наша работа с акрилом, в процессе которой мы игрались с подачей и скоростями, вследствие чего мы потерпели фиаско. У нас сломалась фреза, потому что была плохо закреплена заготовка. Добавляем крепление, меняем фрезу и запускаем обработку заново. После корректировки подачи со второй попытки у нас все получилось. Затем меняем акрил на 20-мм фанеру и приступаем к обработке основания кнопки. Будем это делать 6-мм концевой фрезой стружкой вверх. Выставляем нулевую точку и запускаем обработку. По завершению которой убираем получившуюся рамку и приступаем к вырезанию лицевой части изделия, на которой разместятся логотип YouTube и надпись «Подписаться». Выполнена она будет из 4-мм фанеры. Меняем фрезу на концевую с прямыми лезвиями диаметром 2 мм. Не забываем обнулить оси и запускаем обработку. Следующим этапом идет тестовая сборка изделия перед шлифовкой и покраской для проверки на наличие косяков. После которой, вооружившись орбитальной шлифмашиной, замотуем 120-м зерном одну из сторон акрила. Также пройдемся по каждой из фанерных заготовок. Для удаления ворса во внутренних плоскостях букв мы использовали маленькие надфили. Когда все детали стали гладкими, приступаем к финишной отделке кнопки, которая будет выполнена в традиционных цветах YouTube – красная с белым.
красить будем художественными акриловыми красками при помощи кисти. Для покраски корпуса кнопки необходимо собрать ее воедино. В качестве фиксаторов послужат два клея. Акриловый рассеиватель фанерной рамки приклеим на универсальный полимерный клей, а окрашенную лицевую часть кнопки с надписью склеим на столярный ПВА. После высыхания разбираем наш бутерброд. Затем пройдемся по периметру кнопки любым острым предметом для удаления излишков клея. Потом следует приклеивание акриловой окантовки к нашему пирогу. Точно так же, как и рассеиватель, приклеим ее на полимерный клей. Нанесем тонким слоем его на рамку и предложим кнопки. Проверим расположение, вроде все подходит. Можно фиксировать струбцинами. После высыхания остается приклеить внутренние части букв и логотипа. Сделаем это на обычный суперклей. Когда кнопка полностью собрана, можно приступать к дальнейшей покраске. На очереди у нас осталась белая краска. Нанесем ее кистью на бока и тыльную часть кнопки. Финальным этапом по изготовлению кнопки стало световое оформление. После небольшой дискуссии мы все-таки решили ее подсветить. Как раз у нас в наличии имеется метровый кусок светодиодной ленты и мерцающий элемент, которым мы решили подсветить треугольник на логотипе YouTube. Мы думаем, эффект стробоскопа будет притягивать к себе внимание и будет побуждать желание нажать на кнопку подписаться. А вы подписаны на нас? Если нет, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. А тех, кто уже подписан, просто знайте, что вы красавчики. После установки мерцающего элемента удлиним его провод. Изолируем скрутки соединения термоусадкой. Приступим к монтажу освещения полости основной части кнопки. Для этого на торцы с внутренней стороны части рамки приклеим двухсторонний скотч, на который зафиксируем светодиодную ленту. Далее заводим провод с вилкой в заранее просверленное отверстие на боковой части кнопки и соединяем все провода в единую цепь. Когда вся световая часть готова, можно закрывать заднюю крышку. Мы решили сделать ее съемной на саморезах, чтобы можно было в дальнейшем при необходимости заменить светодиодные ленты. Для этого в нескольких местах по периметру засверливаем отверстия, затем вкручиваем в них саморезы. После чего наша кнопка готова. Осталось только повесить ее на стену. Также мы сделали небольшую табличку с счетчик для фиксации количества подписчиков на канале. В итоге вот такая кнопка у нас сегодня получилась. Мы надеемся, она станет нашим талисманом в этом большом и нелегком пути по развитию нашего канала на необъятных просторах YouTube. Талисманом, который будет символизировать поддержку и веру в нас, каждого из подписчиков. Еще раз говорим вам большое спасибо. А с вами была мастерская DNT. Всем пока!